Здорово, народ! Сегодня в этом видео я расскажу о 10 лучших волейбольных мячах для игры на улице. Поехали! Обращаю ваше внимание, что мячи в рейтинге расположены не по значимости, а по цене. И первыми у нас идут GV700 и GV800 от компании Jogel с ценой 1500 и 2000 рублей соответственно. Если вы захотите купить один из этих мячей, то советую сразу брать GV800. После нескольких месяцев тестирования и игры как в зале, так и на улице, могу сказать, что 800 играть намного приятней после Mikasa V200W. У него более цепкие материалы, он меньше прижигает руки, его отскок максимально близок к V200W. Он идеально подойдет для игры на резиновом покрытии, траве, земле, для пикника, не боится воды, но речь здесь не о том, чтобы играть им в водное поло, а если он окажется у вас под дождем или улетит в реку. О том, как ухаживать за мячом, чтобы продлить его срок службы, я рассказывал в одном из своих прошлых видео. Советую посмотреть, если пропустили. Ссылка в описании. GV700 могу посоветовать тем, кто еще не избалован игрой топовыми мячами Mikasa. Но учитывая их минимальную разницу в цене с 800, лучше добавить и купить его. Не забывайте, что данные мячи являются бюджетным ценовым сегментом, и на них большие ударные нагрузки могут сказаться в виде деформации мяча. Поэтому не сидите на мячах, не пинайте их ногами, старайтесь соблюдать все правила хранения, транспортировки и эксплуатации. И тогда эти мячи прослужат вам максимально долго. Вторым у нас идут мячи от компании All-Six, модели V500 за 1000 рублей и V900 за 2000. Эти мячи можно приобрести в магазине Decathlon, как в розницу, так и через интернет-магазин. Особо углубляться в характеристики мячей не буду, так как у меня есть полноценный обзор этих моделей, ссылка будет в описании. Вкратце, V500 стоит рассматривать скорее для пикника, V900 как полноценный мяч для тренировок и игры на улице. Если сравнить All-Six V900 и GV800 от Jogel, то у Jogel более цепкие материалы при игре сверху. Но All-Six V900, как мне кажется, будет более устойчив к износу при игре на улице, особенно на асфальте. Третьим у нас идет Gala BV5591S с ценой около 3000 рублей. Обзор на этот мяч также есть на моем канале, ссылка будет внизу. Этот мяч подойдет для игры на траве и резиновой крошке. Но асфальт, песок и земля сильно испортят его панели, то есть он подходит для игры на улице, но в очень щадящем режиме. Далее у нас идет Mikasa V330W и средней ценой по рынку в 3500 рублей. Данным мячом проводят уличные соревнования, он не боится ни асфальта, ни дождя, но у него есть один существенный недостаток. При малейшем намокании мяча или рук он очень сильно начинает проскальзывать. Я всегда провожу тест мяча на сцепление, пытаясь сжать его и проверить, что будет раньше. Я сломаю себе пальцы или мяч выскочит из руки. Для понимания, этот мяч тяжело поднять одной рукой с пола. Как итог, сам мяч очень хорош в плане износостойкости, но имеет скользкое покрытие. Возможно, если им играть пару недель на улице, его панели разобьются и он станет более цепким. На мячах данной модели облазит наклейка VFF. В этом нет ничего страшного, просто примите как факт. Это не показатель того, что у вас подделка. Следующим идет Mikasa V320W с ценой от 3500 до 4000 рублей. И как по мне, это лучший мяч для игры на улице при соотношении цена-качество. У него отличное сцепление, он очень мягкий, и играть таким мячом одно удовольствие. Особенно если вы сможете его приобрести в каком-нибудь магазине со скидкой 30-40%, которую можно оплатить часть бонусными рублями. В описании под видео оставлю все магазины, в которых я приобретал данные мячи. 320 отлично подойдет не только для улицы, но и для тренировок в зале. Это максимально универсальный мяч. Поэтому если ваш бюджет в районе 3500 рублей, советую брать его. Следующий мяч, на который стоит обратить внимание, это Molten V5M4000 с ценой от 1500 до 4000 рублей. Не путать с кучей других моделей. Еще у них очень много подделок в интернете, а особенно на AliExpress. Такой ценовой разброс указан не случайно. На Али можно купить данную модель по очень хорошей цене, но, к сожалению, гайда, чтобы заказать оригинал, нет. Так как продавец может выставить фотографии оригинала, а прислать паль. Помочь может только большое количество отзывов у конкретного продавца, но зачастую он может продавать 2-3 позиции, то есть возможно он будет продавать и паль, и оригинал, но по разным ценам. А люди, покупающие первый мяч в жизни, в отзывах пишут, что мяч супер-пупер крутой и все ок, а на фото в отзыве паль за 1000 рублей. Это же и касается Molten V5M5000 с ценой от 3000 рублей на Али и до 7000 в розничных магазинах. У меня есть подробное видео об этом мяче, ссылка будет внизу. 4000-й отличный мяч, у меня он уже порядка 12 лет и до сих пор он в идеальном состоянии. Хотя много лет он был основным игровым мячом.
У него отличное сцепление, он в меру мягкий, и если вы сможете приобрести его по низкой цене, то этот мяч вас определенно не разочарует. 5000-м играть на улице можно, но преимущественно на резине и траве. От игры на земле и асфальте лучше воздержаться. Панели очень мягкие и на них сразу появятся царапины. Ну и замыкают рейтинг у нас линейка мячей от компании Mikasa и модели MV210 за 3500 рублей, MVA300 и V300W с ценником в районе 5000 рублей и MVA200 и V200W с ценником от 6 до 7000 рублей. MV210 это очень хороший тренировочный мяч. У меня есть его старший брат, которому, наверное, порядка 15 лет, и как видите, он очень хорошо сохранился. Поэтому данный мяч можно смело рассматривать как для игры на улице, так и для тренировок в зале. MVA300 это устаревшая модель мяча V300W. Сейчас их уже тяжело найти в магазинах, но еще возможно. И иногда их сливают по низкой цене, как залежавшийся товар. В принципе, между этими мячами можно поставить знак равно. Поэтому если найдете, то без проблем можете покупать. Но остерегайтесь подделок с ценой в 1500-2000 рублей. О том, как отличить паль от оригинала, я также снимал подробное видео. Ссылка в описании. Как вариант, эти мячи можно поискать на Авито. Часто слышу о том, что ребята умудряются купить там мяч БУ в 2-3 раза дешевле. Но делайте это на свой страх и риск. Не покупайте с доставкой из других городов, а лучше всего при личной встрече. Если не разбираетесь в мячах, возьмите с собой человека, который давно занимается волейболом. То же касается мячей и MVA200 и V200W. Единственное, что может насторожить при покупке MVA200 и 300 в каких-нибудь малоизвестных магазинах, то что в теории это могут быть мячи, которые лежали на складе 5-7 лет и хранились при неправильных температурах, вследствие чего мячи могут быстрее выйти из строя. Поэтому если решите их покупать, то делайте это в проверенных местах. Для вашего удобства сделал условный рейтинг мячей, участвующих в этом видео для игры на асфальте и земле, резине и траве, по цене и сцеплению, где первое место это лучший мяч по данному параметру. Ну и общие советы. При выборе мяча для улицы лучше всего брать клееный мяч. Если вы возьмете шитый, то его нитки очень быстро могут порваться от частого контакта с землей, а особенно асфальтом. А еще шитые мячи хуже держат ударные нагрузки при намокании. Данное видео задержалось по причине того, что я пытался собрать как можно больше мячей для обзора, но некоторые компании я так и не смог достать. В данный рейтинг не попали мячи компаний Demix, Nike, Wilson и других не потому, что они плохие, а потому что, выбирая из 60 мячей, что у меня есть, они по тем или иным параметрам уступают. Также в рейтинге нет мячей, которые нельзя приобрести в России. Мячи Wilson очень крутые, но не для игры на улице, поэтому они будут в другом рейтинге. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое видео сделать следующим. Топ-10 волейбольных мячей, топ мячей для пляжного волейбола или топ бюджетных мячей для волейбола. Данный рейтинг сделан именно для игры на улице, не на песке. Для пляжного волейбола будет отдельный рейтинг, так как мячи отличаются по окружности, износостойкости и материалам. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это так, то не забудь поделиться им со своим другом и поставить лайк. С вами был Егор Пупынин, всем удачи и до встречи на волейбольной площадке.